Всем привет! Сегодня приготовим жареные пирожки с 3 разными начинками. Пирожки по этому рецепту всегда получаются пышными и очень вкусными. Тесто готовится очень просто и готово к работе сразу же. Сначала приготовим начинки для пирожков. Делаем овощную пассировку сразу же для 2 начинок. 2 крупные луковицы режем кубиками. Нарезанный лук кладем на раскаленную сковороду с растительным маслом. Пока готовится лук, трем на крупной терке 2 морковки. К уже подзолотившемуся луку добавляем морковь. Все пассируем до мягкости морковки. Готовим картофельную начинку. Полкилограмма очищенного картофеля нарезаем кубиками. Заливаем водой и ставим на огонь. Когда картофель закипит, добавляем соль и варим до готовности. Готовый картофель разминаем в пюре. Для того, чтобы картошка получилась не сухая, добавляем немного воды, в которой она варилась. Также в пюре добавляем половину приготовленной овощной пассировки. Все перчим и перемешиваем. Следующей готовим гороховую начинку. Полстакана промытого и уже замоченного минимум на 2 часа гороха заливаем 1,5 стаканами воды. Ставим на огонь. Когда все закипит, снимаем пену. Горох варим под крышкой на минимальном огне примерно 40 минут. Периодически смотрим, чтобы не выкипела вода, и перемешиваем. В готовый горох добавляем вторую половину пассерованных овощей. Солим и перчим черным молотым перцем. Все пюрируем погружным блендером до однородности. Готовим капустную начинку. Сначала готовим пассировку из 1 луковицы и 1 морковки. Пока готовятся овощи, шинкуем примерно полкилограмма капусты. Капусту добавляем к овощам. Все солим. Перемешиваем. И добавляем 1,5 стакана кипятка. Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне примерно 40 минут, периодически перемешивая. В конце приготовления капусту перчим и перемешиваем. Готовим дрожжевое заварное тесто. В миску измельчаем 30 грамм прессованных дрожжей. Сюда же добавляем столовую ложку сахара, чайную ложку соли и 1 стакан теплой воды. Все перемешиваем до растворения дрожжей. В конце добавляем 3 столовых ложки подсолнечного масла. В отдельную миску высыпаем примерно 650 грамм муки. В муку выливаем дрожжевую смесь. Немного перемешиваем и сюда же добавляем 200 мл кипятка. Сначала все перемешиваем ложкой, а затем руками. При необходимости в тесто добавляем еще немного муки. Тесто вымешиваем примерно 5-8 минут. Оно должно получиться мягким и немного липнущим к рукам. После замеса теста сразу же формируем пирожки, тесту подходить не нужно. От теста отрываем небольшой кусок, скатываем в колбаску и разделяем на кусочки. Кусочек теста скатываем в шар и формируем лепешку. На каждую лепешку в центр кладем начинку. Края лепешки хорошо защипываем сверху. Подготовленные пирожки жарим на среднем огне в раскаленном растительном масле. Масла должно быть столько, чтобы покрывало половину пирожка. Пирожки жарим с 2 сторон до красивого золотистого цвета. Из этого количества теста у меня получилось примерно 40 пирожков. Пирожки получаются мягкими, пышными и очень вкусными. Готовятся несложно и продукты все доступные. Обязательно их приготовьте, они улетают со стола как семечки. Также у меня на канале есть и другие рецепты жареных пирожков. Чтобы долго не искать, смотрите один из таких рецептов в этом видео. Следующими приготовим очень вкусные пирожки на кефире. Готовится легко и главное быстро. А начинка хоть и самая простая, но очень вкусная. Сначала приготовим тесто. В миску наливаем 250 мл кефира. Насыпаем 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку соды без горки. Все перемешиваем и ждем, когда сода вступит в реакцию с кефиром и все начнет подниматься. В это время начинаем насыпать примерно 300 грамм муки в несколько подходов. Замешиваем мягкое тесто.
конце замеса наливаем 2 столовых ложки растительного масла и окончательно вымешиваем тесто. Замешанное тесто накрываем тарелкой или пищевой пленкой, чтобы оно не засыхало сверху, и оставляем на столе отдохнуть примерно на полчаса. А тем временем приготовим морковную начинку для пирожков. Одну большую луковицу нарезаем кубиками. 2 морковки трем на мелкой терке. 3 вареных яйца нарезаем кубиками. В сковороду с небольшим количеством растительного масла насыпаем нарезанный лук. Обжариваем до золотистости. К луку добавляем тертую морковь и пассируем еще примерно 1 минуту. Сковороду накрываем крышкой и тушим овощи на маленьком огне до мягкости морковки, примерно 3-4 минуты. Все солим по вкусу, перчим и перемешиваем. Овощам даем остыть до комнатной температуры. В миску кладем остывшие пассерованные овощи и нарезанные яйца. Все еще немного солим, перчим и перемешиваем. Начинка готова. Тесто уже отдохнуло, разделяем его на 2 куска, так будет удобнее с ним работать. Из каждого куска теста скатываем жгутик и разрезаем его на небольшие примерно одинаковые части. Размер кусочка с крупный грецкий орех. Кусочек теста раскатываем в лепешку, немного присыпая ее мукой, чтобы не липло. На тесто кладем примерно 1 столовую ложку начинки и защипываем пирожок. Таким методом лепим все пирожки. Подготовленные пирожки обжариваем на растительном масле с 2 сторон до красивой румяной корочки. Масла должно быть столько, чтобы оно покрывало пирожок примерно на треть его высоты. Готовые пирожки снимаем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Жареные пирожки с морковкой получились очень вкусными, сочными и аппетитными. Готовятся они очень просто и из самых доступных продуктов. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно и недорого. Если вам понравились такие рецепты пирожков, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.